Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео хочу поделиться с вами несколькими классными рецептами, которые помогут разнообразить ваше правильное питание и похудение. Будет вкусно и интересно, так что обязательно оставайтесь со мной, но перед тем, как мы начнем, я напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. Ну а якщо ви з України, то обов'язково підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А ще підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал, щоб не пропустити ще більш смачних та корисних рецептів. Итак, для первого рецепта возьмем 1,5 стакана красной чечевицы, заливаем водой и оставляем так на несколько часов, либо же можно оставить на ночь. После чего чечевица набухнет, и ее необходимо будет хорошенько промыть водой, лишнюю воду слить. Отправляем чечевицу в чашу измельчителя, либо же можно измельчить ее погружным блендером, добавив к ней небольшое количество воды, примерно 50 мл. В результате у нас должна получиться однородная масса такой консистенции, как пюре. Пересыпаем ее в миску побольше, после чего добавляем 1 чайную ложку соли и специи. У меня это копченая паприка, где-то 1 чайная ложка. Добавляем также 115 грамм муки, у меня это кукурузная мука, и хорошенько перемешиваем. Также в процессе еще добавляем 2 чайные ложки кукурузного либо же картофельного крахмала. Вот такая у нас в результате получается масса. Возьмем сыр, у меня это сыр сулугуни, можно взять сыр моцарелла, любой на ваш вкус, который хорошо плавится. И нарезаем его на маленькие кубики. Каждый кусочек у меня получился примерно весом в 5 грамм. Ну а теперь берем примерно 1 столовую ложку массы, лепим из нее вот такую лепешку, в центр кладем ломтик сыра и заворачиваем, чтобы получился вот такой шарик. На одну штучку я взяла примерно 60 грамм чечевичного теста. Теперь эту булочку обваливаем в кунжуте, можно заранее его обжарить, если вам так больше нравится. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. У меня получилось всего 12 вот таких вот булочек. Ставим в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 15, максимум 20 минут. В процессе они могут немного потрескаться, но это не страшно. Внутри у нас вкусная сырная начинка, можно также добавить немного зелени, либо чеснока, тут на ваш вкус. Но такие булочки станут классным дополнением к абсолютно любому приему пищи. Перейдем к следующему рецепту. Для него возьмем 400 грамм натурального йогурта без добавок, у меня он жирностью 3,5%. Добавляем 4 куриных яйца и также добавим подсластитель, у меня это 70 грамм эритрита. Перемешиваем до однородности. Далее также сюда добавляем для аромата цедру 1 лимона, хотя это не обязательно, но я обожаю творожную выпечку именно с добавлением цедры. Также я добавила 1 чайную ложку экстракта ванили и теперь хорошенько перемешиваем. Добавляем 4 столовые ложки кукурузного крахмала. Хорошенько перемешиваем, чтобы он равномерно растворился. В качестве начинки добавлю 115 грамм голубики, может быть другая любая ягода, либо же фрукты на ваш вкус. Отправляем в форму для выпекания, у меня обычно силиконовая форма, поэтому я ее ничем не смазывала. Если форма металлическая, то лучше ее стенки слегка смазать маслом. Пару раз стучим об стол, чтобы вышел лишний воздух из нашей массы, и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. На ее дно я поставила форму с водой и теперь готовим примерно около часа. После чего выключаем духовку и оставляем остывать нашу запеканку в духовке с приоткрытой дверцей на несколько часов до комнатной температуры. После чего ставим ее в холодильник, можно оставить ее на ночь, и тогда уже с утра мы сможем насладиться таким вкусным и полезным завтраком. Запеканка получается просто невероятно нежная, по структуре она как суфле, можно экспериментировать с начинкой, можно добавить сухофрукты, например, добавить изюм, и получается примерно то же самое, что и львовский сырник. С йогуртом вариант получается более облегченным, более воздушный и нежный. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. В общем, кому интересно, ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Для следующего рецепта возьмем 120 грамм фиников и заливаем их кипятком. Оставляем минут на 15.
То же самое сделаем и с 50 граммами сушеной клюквы. За это время сухофрукты размякнут, и нам будет удобнее с ними работать. Но пока не запариваются, займемся остальными ингредиентами. Я возьму 120 грамм грецкого ореха, добавлю к нему 30 грамм тыквенных семечек. Это все отправляю в чашу измельчителя, и нам необходимо сделать из них крошку. Орешки, кстати, можно взять любые другие на ваш вкус. Отправляем их в миску побольше. Тем временем у нас уже готовы сухофрукты, сливаем лишнюю воду, промываем дополнительно водой. И также желательно с помощью бумажного полотенца убрать с них лишнюю воду. Далее у фиников необходимо обязательно удалить косточки, чтобы в дальнейшем наш блендер не сломался, так как из фиников мы будем делать пасту. Как видите, они уже очень мягкие из-за того, что провели в кипятке около 15 минут. Полностью в пюре однородное перемалывать не нужно, должна получиться просто такая вязкая масса. Кусочки там все равно небольшие будут встречаться. Объединяем эту массу вместе с орешками, добавляем 1 чайную ложку кунжута, 1 чайную ложку льняных семечек и хорошенько перемешиваем. Это удобнее делать руками, чтобы все быстрее и равномерно перемешалось. Вот такая вязкая густая масса у нас в результате получается. Ее теперь необходимо разделить на 12 маленьких кружочков, в которые я буду выкладывать вот такую силиконовую форму. Получаются такие полусферы. Теперь ставим в холодильник, можно и в морозилку, минут на 15, просто чтобы они стали у нас холодными. Далее возьму немного тыквенных семечек и нарублю их ножом. Также я взяла 1 плитку черного шоколада, отправляю в кондитерский мешок и заливаю кипятком, чтобы шоколад растаял. Также туда добавила 1 чайную ложку кокосового масла. Шоколад пробыл в кипятке несколько минут, расплавился, и теперь можно сверху покрыть наши десертики шоколадом. Мы охлаждали их для того, чтобы он сразу схватывался и застывал. Украшаем сверху нарезанными тыквенными семечками и ставим еще в холодильник минут на 15. На этом наш десерт готов. Это очень вкусная и полезная альтернатива конфетам, так как такой десерт содержит в себе гораздо больше полезных веществ, и при этом он не менее сладкий и вкусный. Ну а далее нам понадобится 150 грамм куриного филе. Сразу же сделаем смесь специй для него. Здесь у меня копченая паприка, сушеный чеснок, молотый кориандр, перец и карри. Перемешиваем их между собой. Ну а теперь с обеих сторон покрываем куриную грудку нашей приготовленной смесью приправы для курицы. Также посыпаю солью. Можно даже хорошенько втереть ее рукой. Мясо перед этим лучше промокнуть бумажным полотенцем, чтобы оно было сухим. Я буду готовить его в аэрогриле, можно также точно запечь его в духовке. Сверху я добавила совсем немного масла. Я его буду выпекать 15 минут с одной стороны, потом переверну и еще примерно 7, максимум 10 минут буду готовить с обратной стороны. Курочка получается очень ароматная и сочная, это вообще один из моих любимых способов ее приготовления. Далее приготовим соус. Здесь у меня 100 грамм натурального йогурта без добавок. Добавляем 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку вустерского соуса и 1 чайную ложку горчицы. Советую брать именно американскую горчицу, ее вкус тут будет более уместен. Перемешиваем и добавляем еще 2 зубчика чеснока, выдавленных через пресс. Также добавим немного соли по вкусу. Нам также понадобятся листья салата. У меня это салат айсберг, он лучше всего сочетается. Его здесь 150 грамм, нарезаем его маленькими кусочками. Также я взяла еще немного листьев обычного, более зеленого салата и тоже нарезаю его маленькими кусочками, чтобы наше блюдо получилось более ярким. Но также возьмем 200 грамм помидорок черри, либо же обычный помидор. Черри разрезаем пополам, если помидор обычный, то нарезаем его кубиками. Но с черри получается лучше, так как они менее сочные и не дадут много лишней влаги. Ну а теперь настала очередь нашей курочки, ее также необходимо нарезать маленькими кубиками. Я сначала нарезаю ее тонкими ломтиками, потом каждый из них нарезаю на кубики.
Добавляем ее к салату. Кстати, я добавляла ее в теплом виде, но можно уже и в холодном добавить, это не особо имеет значения. Добавляем наш соус и замешиваем салатик. Мы приготовили очень вкусный вариант цезаря, который у нас более полезный. Его можно есть в таком виде, как салат, но я сейчас поделюсь с вами еще одной не менее вкусной идеей. Для этого мы возьмем круглый лист лаваша, лаваш тонкий, выкладываем на него порцию салата, примерно 150 грамм, и заворачиваем в рулетик. Получается очень вкусно, это у нас такой цезарь ролл, разогревать его не нужно, он очень вкусный в холодном варианте, и еще его плюс в том, что можно всегда взять его с собой, например, в качестве обеда. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.